Эдит Уортон. Эпоха невинности. Книга 1. Глава 1. Январским вечером в начале 70-х годов Кристина Нильсон пела в «Фаусте» в музыкальной академии в Нью-Йорке. Хотя в городе уже поговаривали о строительстве в далеких районах, выше 40-х улиц, нового оперного театра, который должен был превзойти в роскоши и великолепии театры европейских столиц, изысканное общество пока вполне устраивали старые, потрепанные красно-золотые ложи уютной академии. Консерваторы любили ее за тесноту и неудобство, ведь это мешало проникновению туда новых людей, которых Нью-Йорк уже начинал побаиваться, но которым его все же тянуло. Романтики дорожили ее историческим прошлым, а музыканты — прекрасной акустикой, которая всегда остается загадкой в залах, построенных для музыки. Это было первое выступление мадам Нильсон в том сезоне. Послушать ее собралось то, что ежедневная пресса уже научилась называть исключительно блестящей публикой. Люди добирались по скользким, заснеженным улицам в частных каретах, просторных семейных ландо или в более скромных, но удобных наемных экипажах компании «Браун». Приехать в оперу в таком экипаже считалось почти столь же почтенным, как и в собственном выезде. А отъезд имел то огромное преимущество, что позволял, шутливым намеком на демократические принципы, запрыгнуть в первую же попавшуюся карету Брауна в очереди, вместо того, чтобы ждать, пока под портиком академии покажется посиневший от холода и джина нос собственного кучера. Это было гениальное прозрение владельца извозчичьего дела. Он понял, что американцы хотят уехать из мест развлечений еще быстрее, чем туда добраться. Когда Ньюленд Арчер открыл дверь в глубине клубной ложи, занавес только что поднялся, явив сцену в саду. Молодому человеку ничто не мешало прийти раньше. Он пообедал в 7 часов вдвоем с матерью и сестрой, а затем задерживался за сигарой в готической библиотеке за стеклянными шкафами из черного ореха и стульями с резными шпилями, единственной комнате в доме, где миссис Арчер разрешала курить. Но, во-первых, Нью-Йорк был мегаполисом и прекрасно сознавал, что в больших городах являться в оперу рано — это не камильфо. А то, что считалось или не считалось правильным, играло в Нью-Йорке Ньюленда Арчера столь же важную роль, как и загадочные тотемные страхи, управлявшие судьбами его предков 1000 лет назад. Вторая причина его опоздания была личной. Он медлил с сигарой, потому что в душе был дилетантом, и размышления о предстоящем удовольствии часто приносили ему более тонкое удовлетворение, чем само его получение. Особенно в тех случаях, когда удовольствие было утонченным, а большинство его радостей были именно такими. На этот раз момент, которого он ждал, был настолько редким и изысканным, что, если бы он согласовывал свой приход с режиссером Примадонны, он не смог бы войти в академию в более значимую секунду. Он вошел как раз тогда, когда она пела «любит, не любит, любит» и осыпала опадающие лепестки ромашки нотами, чистыми, как роса. Она пела, разумеется, «мама», а не «любит», так как неизменное и непреложное правило музыкального мира требовало, чтобы немецкий текст французских опер в исполнении шведских артистов переводился на итальянский язык для лучшего понимания англоязычной публики. Ньюленду Арчеру это казалось столь же естественным, как и все другие условности, по которым строилась его жизнь, вроде обязанности прокладывать пробор 2 щетками в серебряной оправе с синей эмалевой монограммой или никогда не появляться в свете без цветка, желательно гордения, в петлице. «Мама, нон мама», пела Примадонна, и затем «мама». С финальным торжествующим порывом любви. Она прижала растрепанную ромашку к губам и подняла большие глаза на искушенное лицо маленького смуглого Фауста в исполнении господина Капуля. Тот в своем тесном пурпурном бархатном калете и шляпе с перьями тщетно пытался выглядеть столь же чистым и искренним, как и его простодушная жертва.
Ньюленд Арчер, прислонившись к стене в глубине ложи, перевел взгляд со сцены и осмотрел противоположную сторону зала. Прямо перед ним находилась ложа старой миссис Мэнсон Мингот. Из-за чудовищной полноты она уже давно не могла посещать оперу, но в модные вечеры ее всегда представлял кто-то из младших членов семьи. В этот раз переднюю часть ложи занимали ее невестка, миссис Ловел Мингот, и ее дочь, миссис Уэлланд. Чуть позади этих дам в парчевых платьях сидела молодая девушка в белом, восхищенно устремив глаза на влюбленных на сцене. Когда раскатистая «мама» мадам Нильсон затрепетала над затихшим залом, в ложах всегда переставали разговаривать во время песни «Ромашки», нежный румянец разлился по щекам девушки, поднялся корням ее светлых кос и окрасил юную грудь до самого края скромной тюлевой вставки, приколотой одной горденей. Она опустила глаза на огромный букет ландышей, лежавший у нее на коленях, и Ньюленд Арчер увидел, как кончики ее пальцев в белых перчатках мягко коснулись цветов. Он вздохнул с чувством удовлетворенного тщеславия, и его взгляд вернулся на сцену. На декорации денег не пожалели, и их признавали очень красивыми даже те, кто был знаком с оперными театрами Парижа и Вены. Передний план до самых огней рампы был покрыт изумрудно-зеленым сукном. На среднем плане симметричные холмики из пушистого зеленого мха, огороженные дугами для крокета, служили подножием кустов, подстриженных под апельсиновые деревья, но усыпанных крупными розовыми и красными розами. Гигантские анютины глазки, значительно превосходившие размером розы и очень похожие на цветочные подушечки для иголок, какие прихожанки обычно мастерили для модных священников, росли из мха прямо под розовыми кустами. Кое-где маргаритка, привитая к розовой ветке, цвела с пышностью, предвещавшей далекие чудеса селекционера Лютера Бёрбанка. В центре этого заколдованного сада мадам Нильсон, в белом кашемире с разрезами из бледно-голубого атласа, среди кулем, свисающим с голубого пояса, и толстыми желтыми косами, тщательно уложенными по обе стороны муслиновой блузки, потупив взор, выслушивала страстные признания господина Капуля. Она изображала простодушное непонимание его намерений всякий раз, когда он словом или взглядом убедительно указывал на окно первого этажа аккуратной кирпичной виллы, косо выступавшей из правого крыла. «Прелесть какая!» — подумал Ньюленд Арчер, переводя взгляд на молодую девушку с ландышами. Она даже не догадывается, о чем вообще речь. И он созерцал ее поглощенное юное лицо с трепетом обладателя, в котором гордость мужчины, посвященного в тайны жизни, смешивалась с нежным благоговением перед ее бездонной чистотой. «Мы будем вместе читать Фауста на итальянских озерах», — думал он, довольно туманно связывая место их будущего медового месяца с шедеврами литературы, которые его мужским преимуществом будет открыть своей невесте. Только в тот день после полудня Мэй Уэлланд дала ему понять, что он ей не безразличен. Это была священная нью-йоркская фраза для девичьего признания, а его воображение, уже перешагнув через помолвочное кольцо, поцелуй обручения и свадебный марш из Лайенгрина, рисовало ее рядом с собой на фоне старинного европейского очарования. Он вовсе не желал, чтобы будущая миссис Ньюленд Арчер была простушкой. Благодаря его просвещенному обществу она должна была развить в себе светский такт и живость ума, которые позволили бы ей держаться на равных с самыми популярными замужними женщинами из молодежного круга. Там считалось признанным обычаем привлекать мужское поклонение, одновременно в шутливой форме его охлаждая. Если бы он докопался до самого дна своего тщеславия, как он иногда почти делал, то обнаружил бы там желание, чтобы его жена была столь же умудренной опытом и стремящейся нравиться, как та замужняя дама, чьи чары занимали его воображение в течение 2 умеренно бурных лет. Разумеется, без малейшего намека на ту слабость, которая едва не погубила жизнь этого несчастного существа и расстроила его собственные планы на целую зиму.
Как должно быть создано это чудо из огня и льда, и как оно сможет сохранить себя в суровом мире, он никогда не находил времени подумать. Он довольствовался тем, что придерживался этого взгляда без лишнего анализа, поскольку знал, что точно так же думают все тщательно причесанные джентльмены в белых жилетах и с цветами в петлицах, которые сменяли друг друга в клубной ложе, обменивались с ним дружескими приветствиями и критически наводили театральные бинокли на круг дам, бывших продуктом этой системы. В вопросах интеллектуальных и художественных Ньюленд Арчер чувствовал себя явно выше этих отборных образцов старинного нью-йоркского благородства. Он, вероятно, читал больше, думал больше и даже видел значительно больше мира, чем любой другой мужчина из их числа. Поодиночке они обнаруживали свое несовершенство, но собранные вместе они представляли Нью-Йорк, и привычка к мужской солидарности заставляла его принимать их доктрину по всем вопросам, именуемым моральными. Он инстинктивно чувствовал, что в этом отношении было бы хлопотно, и к тому же сочтено дурным тоном, идти своим собственным путем. Ну и ну. Клянусь душой. Воскликнул Лоуренс Леффертс, резко отводя бинокль от сцены. Лоуренс Леффертс был, в общем и целом, главным авторитетом по части хорошего тона в Нью-Йорке. Он, вероятно, посвятил изучению этого запутанного и увлекательного вопроса больше времени, чем кто-либо другой. Однако одним лишь изучением нельзя было объяснить его полную и непринужденную компетентность. Достаточно было взглянуть на него, от наклона его лысеющего лба и изгиба красивых светлых усов до длинных лакированных туфель на другом конце его поджарой и элегантной фигуры, чтобы почувствовать, что знание хорошего тона должно быть врожденным у каждого. Кто умеет носить столь отличные вещи с такой небрежностью и держаться при своем высоком росте с таким непринужденным изяществом? Как сказал о нем однажды молодой поклонник, если кто и может подсказать парню, когда именно нужно надевать черный галстук-бабочку к вечернему костюму, а когда нет, так это Ларри Леффертс. И в вопросе выбора между бальными туфлями и лакированными Оксфордами его авторитет никогда не оспаривался. «Боже мой!» произнес он и молча передал бинокль старому Силлертону Джексону. Ньюленд Арчер, проследив за взглядом Леффертса, с удивлением увидел, что его восклицание было вызвано появлением новой фигуры в ложе старой миссис Мингот. Это была стройная молодая женщина, чуть ниже ростом, чем Мэй Уэлланд, с каштановыми волосами, вившимися мелкими кудрями у висков и удерживаемыми узким ободком из бриллиантов. Намек на прическу, которая придавала ей то, что тогда называлось «видом Жозефины», поддерживался и покроем темно-синего бархатного платья, довольно театрально подхваченного под грудью поясом с крупной старинной пряжкой. Обладательница этого необычного наряда, казавшаяся совершенно не замечающей обращенного на нее внимания, постояла мгновение в центре ложи, обсуждая с миссис Уэлланд уместность того, чтобы занять ее место в переднем правом углу. Затем она с легкой улыбкой уступила и села в один ряд с невесткой миссис Уэлланд, миссис Ловел Мингот, которая расположилась в противоположном углу. Господин Силлертон Джексон вернул театральный бинокль Лоуренсу Леффертсу. Все присутствующие в ложе инстинктивно повернулись к нему, ожидая, что скажет старик. Дело в том, что старый господин Джексон был таким же непререкаемым авторитетом по части родословных, каким Лоуренс Леффертс был по части хорошего тона. Он знал все разветвления нью-йоркского кумовства. Он мог не только распутать такие сложные вопросы, как связь семейства Мингот через Торли с родом Даллас из Южной Каролины или родство старшей ветви филадельфийских Торли с Элбани Чиверс, которых ни в коем случае нельзя было путать с Мэнсон Чиверс с Университетской площади, но и перечислить главные особенности каждой семьи.
Например, легендарную скупость младшей линии лиферцев из Лонг-Айленда или роковую склонность Рашвортов к глупым бракам или безумии, повторявшиеся в каждом втором поколении Элбани Чиверс, из-за чего их нью-йоркские кузены всегда отказывались вступать с ними в браки, за катастрофическим исключением бедной Медоры Мэнсон, которая, как все знали, впрочем, ее мать была из Рашвортов. В дополнение к этому лесу генеалогических древ, господин Силлертон Джексон хранил между своими узкими впалыми висками, под мягкой копной серебряных волос, архив большинства скандалов и тайн, которые тлели под невозмутимой поверхностью нью-йоркского общества за последние 50 лет. Его сведения были столь обширны, а память столь цепкой, что он считался единственным человеком, который мог бы рассказать, кем на самом деле был банкир Джулиус Бафорт и что стало с красавцем Бобом Спайсером, отцом старой миссис Мэнсон Мингот. Тот исчез самым таинственным образом вместе с крупной суммой доверенных ему денег менее чем через год после свадьбы, как раз в тот день, когда прекрасная испанская танцовщица, восхищавшая переполненные залы старого оперного театра на Беттере, отплыла на Кубу. Но эти тайны, как и многие другие, были надежно заперты в груди господина Джексона. Его острое чувство чести запрещало ему повторять то, что было доверено с глазу на глаз. К тому же он прекрасно понимал, что репутация скрытного человека лишь увеличивает его возможности узнавать то, что ему хотелось. Поэтому в клубной ложе воцарилось заметное напряжение, пока господин Силлертон Джексон возвращал бинокль Лоуренсу Лиферцу. Какое-то мгновение он молча разглядывал внимательно слушавшую его группу своими подернутыми дымкой голубыми глазами из-под старых винистых век. Затем он задумчиво покрутил усы и произнес просто: «Не думал я, что Минготы на это решатся».